Учеба в Италии. Плюсы и минусы. Представьте, что вы с утра не спеша просыпаетесь, собираетесь. Вы заходите в кафе по дороге в университет. Выпиваете капучино с корнетто аль чоколаде. И после этого идете на пары. Но если не хотите, то не идете. Вам все равно за это ничего не будет. Сворачиваем и идем на пляж. Ну а если нет пляжа, прыгаем в поезд в каких-то 2 часа, и мы на пляже или в горах. Ну разве не сказка? Сказка! И все это абсолютно реально, если вы студент итальянского вуза. В нашей стране существует масса стереотипов, которые мешают нам делать то, о чем мы мечтаем. Наверняка многие из вас хотя бы раз задумывались, как было бы здорово учиться в той или иной стране. Но мы постоянно думаем, что учеба за границей это не для простых смертных, что это все стоит огромную кучу денег, что подготовиться и выучить язык невозможно и так далее и тому подобное. Однако в Италии учится довольно большое количество наших соотечественников. И они своим примером нам доказывают, что учиться в Италии абсолютно реально. И более того, они делятся с нами плюсами и минусами учебы в Италии. Разрушают все эти стереотипы. И раз за разом доказывают нам, что учиться в одной из самых солнечных и красивых стран Европы абсолютно реально, несложно. Можно поступить, можно выучить язык, можно учиться, получить работу и наслаждаться жизнью. На самом деле поступить в итальянский вуз не так сложно, как кажется. Ну, конечно же, зависит от самого абитуриента, от университета и от специальности, на которую вы будете подавать документы. И более того, в ряд университетов вам придется сдавать так называемый d'ingresso, то есть вступительный экзамен. Но есть и такие вузы, где вам достаточно будет предъявить сертификат на знание итальянского языка на уровне B2 или английского языка. Да, в Италии можно учиться на английском языке. Таких предметов немного, таких вузов немного, но они есть. Поэтому заходите к нам на сайт smaps.ru в раздел «Вузы Италии», и там будет перечень университетов на английском языке. Что делать, если этого теста нет? Ну, можно сдать, либо можно не сдавать, а можно приехать в университет и сдать этот тест сразу же на месте в университете. Это не во всех университетах, но в ряде вузов такое практикуется. Если вы не сдали тест и уровень итальянского языка у вас низкий, то вас, скорее всего, отправят на подготовительные курсы по итальянскому языку в этом же университете. И эти курсы будут для вас во многих случаях бесплатны. Если же вы не собираетесь учиться в итальянском вузе, а просто хотите получить итальянский язык, то существует масса языковых центров в разных городах. Выбирайте любой, какой хотите, и учите итальянский язык. Линк на курсы итальянского языка в Италии я оставлю в описании к данному видео. А если же вы не знаете итальянского языка, а знаете английский язык, не хотите тратить время на его изучение и подготовку, то в Италии также вы можете учиться и на английском языке. Вузы, обучающие на английском языке, платные. Еще один неоспоримый плюс обучения в итальянском вузе, о котором мы, как правило, не знаем, это то, что здесь очень сложно быть отчисленным. Ну, конечно, если речь не идет о таких вузах, как инженерные какие-то или медицинские, здесь немножко другая система, да, как в принципе в любой другой стране. Отношение к таким специальностям, как медицина, очень-очень серьезное. Так вот, почему здесь очень сложно быть отчисленным? Ну, прежде всего, если вы завалили экзамен или 2, то вы, как правило, можете его пересдать в один из следующих экзаменационных периодов. В течение года таких периодов 5. Во многих вузах
экзамен с первого курса можно сдать хоть на третьем. Более того, если вы, к примеру, отучились на бакалавре, то потом досдавать хвосты вы можете еще в течение последующих 3 лет. Если вы учитесь на магистратуре, то также досдавать эти самые хвосты вы можете в течение 2 лет. Сама магистратура длится также 2 года. Ну, есть различные специальности, где длительность немножко отличается, но это зависит от специальности. Еще один неоспоримый плюс для студентов, то что посещение лекций здесь свободное. И если вы пропустили лекцию, потому что вам надо быть на работе, то потом на экзамене к вам никто придираться не будет. Это ваше право. Я вижу, как многие из вас уже захотели лететь в Италию. Да, и еще стоит добавить, что в том же университете Бикокка экзамены сдаются на компьютерах. И потом, когда преподаватель проверяет эти экзамены, то они все анонимные, и его оценка максимально объективная. Однако, уважаемые дамы и господа, если здесь закрывают глаза на посещение, не думайте, что экзамены дадутся вам легко. Максимальный балл здесь 30, но даже для того, чтобы набрать 18 баллов из 30, это как наша тройка, вам реально придется постараться. Соответственно, в итоге, даже если вы не были на лекции, вам придется тратить огромное количество времени на изучение материала. Но зато на выходе, реально, когда вы заканчиваете университет, получаете диплом, у вас определенно будут серьезные знания. Когда я сказал, что посещение лекций свободное, я не имел в виду, что это относится ко всем вузам и ко всем специальностям. Естественно, есть предметы, на которых есть так называемые лабораторные работы. И эти лабораторные работы требуют обязательного посещения и выполнения. Но тем не менее, они дают вам реальную практику и, соответственно, практические навыки. Но здесь тоже есть свой плюс. Да, вам надо быть по расписанию, но, допустим, вы подрабатываете и не можете прийти к назначенному времени на лабораторную работу. Как правило, таких групп, которые выполняют лабораторные работы, несколько. И вам можно договориться с кем-то и поменяться. Или же поговорить с профессором, как правило, они идут навстречу. Ну и еще, конечно же, неоспоримым преимуществом является то, что студенческий вид на жительство дает вам возможность путешествовать по всей Европе. А Италия находится рядом с различными странами. Прыгаете в поезд, и вы уже через несколько часов в другой стране. А может и через час. Ну и еще к одному из плюсов – это к итальянской еде. Ну, ребята, пицца, паста, ризотто, вино россо. Хочу в Италию. И еще один плюс, из-за которого Италию выбирают все чаще и чаще, это возможность получить стипендию от 2500 до 5000 евро. А иногда можно даже получить и бесплатное место в общежитии. И для этого совсем не обязательно быть круглым отличником. Для этого можно набрать необходимое количество кредитов по определенным предметам, и вы счастливый обладатель Borsa di Studio. Это стипендия по-итальянски. Для того, чтобы ее получить, вам необходимо также показать документ, который показывает, что у вас недостаточный доход, у вас или у вашей семьи недостаточный доход для того, чтобы покрыть стоимость обучения и жизни в другой стране. Конечно, здесь не обойдется без хитростей, но что не сделаешь ради небольшой суммы денег, которая может покрыть стоимость обучения или жилья. Вы также должны знать, что в ряде государственных итальянских вузов существует фиксированная оплата для граждан из России, Украины, Белоруссии. Так, например, в университете Бикокка стоимость обучения всего 156 евро за год. Вы можете представить себе, это один из топовых вузов Италии. 156 евро. И да, кстати, барсисты, так здесь в Италии, так у нас в Италии называют обладателей стипендий. Еще и кормят в столовой местной всего за 1 евро. В столовой университета 1 евро. Еда. В столовой университета еда 1 евро. И кормят вкусно.
по-итальянски. Хочу отметить тот факт, что если вы выберете университет, находящийся в городе, в котором нет ни моря, ни гор, то вы можете ездить к морям или горам хоть каждые выходные, потому что Италия со всех сторон окружена этими радостями. В общем, Италия равно путешествие. Забудьте слово халява. Если вы студент итальянского вуза, халявы не будет, несмотря на первичные, вроде как бы идеальные условия для обучения. Почему? Билетов в Италии не существует. Там есть экзамены письменные и устные, и эти экзамены, как правило, включают вопросы по всему курсу. Вопросы по всему курсу, неважно, будете ли вы сдавать их на компьютере или устно с преподавателем, преподаватель будет вас гонять вдоль и поперек. Или вдоль и поперек. Обычно экзамен будет включать вопросы с лекций и вопросы из книг, которые вы должны были прочитать по рекомендациям. Это помните, как было у нас в школе? Нам давали список литературы на лето. Так вот, представьте, что если бы наши экзамены школьные состояли бы потом из вопросов из этой литературы летней. Вторая проблема. Эта проблема очень важная. Это уровень вашего итальянского языка, если вы будете учиться на итальянском. Как правило, в большинстве случаев знание итальянского языка нам недостаточно для того, чтобы быстро и с легкостью воспринимать всю информацию. Даже если у вас хороший уровень итальянского языка, B2, допустим, или C1, все равно на лекциях в университете используется сложная лексика, специфичная терминология, которую вам придется учить в вузе. И вам придется готовиться по предметам в 2 раза дольше, чем вашим итальянским сверстникам. Ох, я помню, как я в Англии в университете сидел со словарями, а тогда еще не было вот этих вот переводчиков в Гугле и так далее и тому подобное. Тогда нужно было реально сидеть со словарем книжным. И я вот так вот в своих учебниках подписывал все, не знаю, каждую строчку, незнакомые слова. А потом старался учить их. Следующий момент касается стипендий. Сейчас студенты, а их очень мало, которые получили стипендию, отмечают, что получить ее значительно сложнее. Халявы здесь нет и не будет. Вам реально придется попотеть для того, чтобы получить заветную стипендию. И более того, почему этот пункт я ставлю в минусах, то что вы можете потратить очень большое количество времени на подготовку для получения этой стипендии, на сдачу необходимых кредитов, и потом попросту вы можете ее не получить. Скажем так, вы опростоволоситесь. А таких ситуаций огромное количество. Еще раз, стипендию получают, я думаю, вы понимаете, кто получает стипендии. Те, кто серьезно учится, серьезно подходит к делу. И просто так, на халяву, нет, такого не будет. Еще один минус. Если вы нашли работу, друзья мои, да, это классно, вы сможете подрабатывать, зарабатывать какую-то денежку, но совмещать работу и учебу в Италии реально сложно. Российский вариант, когда сел и подготовился за 3 ночи, здесь не сработает. Ни с кем и никогда. Экзамены сдаются совсем по-другому, сдаются по всему пройденному материалу. Это не формат «авось повезет с билетиком». Но, кстати, есть один положительный момент, что сейчас очень многие студенты находят работу удаленную. Рассказывать про удаленную работу я вам не буду, выпуск не об этом, но сейчас масса вариантов. Если сравнивать с тем, что было какие-то 10-15 лет назад, тогда это не было так популярно и развито, как сейчас.
И минус для тех, кто не настроен учиться. Италия одна из немногих стран, где реально смотрят на оценки. Поэтому, если вы не настроены получать высокие баллы, то на работу в Италии, на хорошую работу в Италии рассчитывать достаточно сложно. Поэтому настоятельно рекомендую вам серьезно подходить к учебе. Еще один минус – это цены. Италия не самая дорогая страна, но и не самая дешевая. Тем более, что касается транспорта. Также вам нужно закладывать определенную сумму денег на аренду жилья. Тем более, если вы хотите найти хорошее, качественное жилье. Здесь придется потрудиться. Тем более, если вы будете учиться в туристическом, студенческом городе, вы должны понимать, что студентов огромное множество, не вы только там один приехали. В больших городах жилье хорошее искать сложно. Ну и наконец, если вы все же настроены учиться в Италии, вы, наверное, уже поняли, что количество плюсов преобладает над количеством минусов. Сложностей, конечно, есть всегда, ну, как и в любом деле, но тот, кто реально хочет, тот все преодолевает. Удачи вам!